Мы с вами разные, как суши и вода. Да, как суши и вода. Мы с вами разные, как суша и вода. Мы с вами разные, как лучик с тенью. Вас уверяю, это не беда, а лучшее приобретение. Привет, дорогие подписчики, а ведь мы действительно с вами очень разные, но есть то, что нас сильно сближает. Все мы любим вкусную, красивую еду. И сегодня я буду готовить вкуснейший осенний цветаевский пирог. Его аромат наполнит теплотой весь дом, а сладкий вкус согреет дождливым осенним днем. А стихотворение я прочел неспроста. Его написала Марина Цветаева. По одной из версий пирог назвали именно в честь семейства поэтессы. Итак, включайте на аудио стихи Цветаевой и бегом на кухню готовить. От общей пачки масла отделяю 150 грамм. Растапливаю его до жидкого состояния в микроволновке. Сюда же помещаю 125 грамм сметаны. И смешиваю до однородности. В тарелке смешиваю 200 грамм муки. И 10 грамм разрыхлителя. Муку с разрыхлителем просеиваю в масляно-сметанную смесь. Делаю это порционно. Примерно 1/3 часть добавил. Перемешал. Снова добавил, перемешал. Должно получиться влажное податливое тесто. На первый взгляд может показаться, что тесто слишком рыхлое и из него будет трудно сделать основу для пирога. Все потому, что необходимо выполнить еще один шаг. Тесто заворачиваю в пищевую пленку. И убираю в холодильник на 40 минут. Зато посмотрите на это чудо теперь. После холодильника оно стало мягким, эластичным и очень приятным для работы. Слегка обминаю его на столе, присыпанном небольшим количеством муки. После чего раскатываю круг диаметром около 35 сантиметров. Круг из теста переношу на разъемную форму для выпечки. Моя форма диаметром 24 сантиметра. Сейчас моя задача сделать основу для пирога с бортиками. С этим я закончил и теперь переношу форму с тестом в морозилку на 10 минут. Такая процедура позволит закалить тесто, чтобы оно не болело простудой. Ну и еще позволит легко срезать лишние части с бортиков. Чем я сейчас и занимаюсь. Форму с тестом снова переношу в холодильник на время, пока я готовлю сливочную заливку.
350 грамм сметаны выкладываю в тарелку. Насыпаю 250 грамм сахара. Разбиваю 2 яйца. Добавляю 5 грамм ванилина. И еще 40 грамм муки. Содержимое тарелки смешиваю венчиком до однородного состояния. Для начинки я взял 5 спелых, сочных, скорее всего выращенных с любовью яблок. В мои планы входит удалить сердцевину у этих наливных красавцев и нарезать на дольки. Чтобы облегчить себе задачу, я буду использовать специальный агрегат, который называется яблокорезка. Она сразу удаляет сердцевину и делит яблоки на части. Каждую часть я измельчаю на терке, получая ровные яблочные дольки. Форму с тестом достаю из холодильника, наполняю ее яблоками. Теперь все это дело заливаю подготовленной заливкой. Загибаю бортики. Все подготовительные мероприятия закончены. Осталось только запечь пирог. Делаю это в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут. На этом приготовление можно считать закончено. Но остался самый сложный психологический барьер. Чтобы пирог был идеален по консистенции, хорошо разрезался и стал максимально вкусным, его необходимо остудить до комнатной температуры и убрать минимум на 5 часов в холодильник. Да, я знаю, что это будет совсем нелегко, но поверьте мне, это того стоит. Подождите 5 часов, после чего попробуйте десерт. Ваши вкусовые рецепторы сойдут с ума и заговорят на английском. Они скажут: "Oh my god! It's amazing! I've never tasted such a damn delicious dessert." Ну или что-то типа этого. Мы с вами разные, как суши и... суши. Как суши. Как суша, а не суши. Ладно, все, я записываюсь. Нет, не то. Как лучик с тенью. Нет, не то. Мы с вами разные. Как лучик... Как лучик. Как лучик и вода, да. Как суши и вода. Как суша и вода. Суши и пицца. Так. Та-та-та-та-там. Не то сказал. Привет, дорогие подписчики. А ведь мы действительно с вами очень разные. Очень разные. Привет, дорогие подписчики. А ведь мы действительно... Окей. Окей, Google. Мы с вами разные, как суши и вода. Как суши и вода. Thanks for watching this video. Спасибо, что посмотрели это видео. Я до сих пор остался под впечатлением этого вкусного десерта. Рекомендую вам тоже его попробовать. Если вы грустно мешаете чай и не знаете, с чем его попить, то я решил вашу проблему. Идите за яблоками и готовьте этот вкусный цветаевский яблочный пирог. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока!